Привет! Я давно хотела сделать подобную коллекцию, и вот маленький кусочек я наконец создала. На этот раз я использовала формы без дна, как рамки, но чтобы смола под них не вытекала, я заранее промазала их смолой по периметру и приклеила к файликам. Таким образом, когда смола высохла, файлик стал прозрачным дном для наших кулончиков, и можно в дальнейшем заливать эпоксидку, не боясь, что она у нас растечется. Ну а файлик мы потом просто снимем. Примеряю веточку, обрезаю ее по размеру и заполняю основу, а потом кладу туда хвойную веточку. Честно, я не знаю, как называются эти растения, хотя пора бы мне в них уже разбираться. Для волшебности я решила добавить немного крупных блесток. Вторая форма очень глубокая, поэтому в ней можно сделать целый куст, постепенно укладывая веточки на небольшое количество смолы. Много заливать не надо, так как веточки будут всплывать, а нам надо лишь их закрепить на первом этапе и дождаться высыхания этого слоя смолы. Дальше я продолжила работать над своими штуками, а вот камера утомилась и перестала снимать, а я, будучи увлеченной, этого не заметила. В общем, вот такими получились первые два украшения. А что касается третьего, я обрезала по форме веточку и точно так же, как в треугольнике, наклеила ее на смолу и дождалась высыхания. Снимаем файлик и получаем гладкую поверхность сзади. На этот раз формы позволяли мне прикрепить цепочки до финальной заливки, поэтому я взялась за плоскогубцы. Для вот этого кулона я взяла цепочку с плетением фигаро и просто вставила ее в основу. Ажурный кулон я решила повесить не просто на колечко, а на такой вот бейл. Цепочки, которые я покупала, продавались сразу с колечками и замками. И вот это колечко не пролезало в бейл, поэтому я его сняла, а потом надела заново. А третий кулон я решила не перегружать ажурностью, потому что там и так есть блестки внутри. Поэтому я просто взяла колечко и надела кулон на цепочку. Теперь можно залить верхний слой. Про эпоксидную смолу у меня есть два подробных видео, ссылки будут в описании. Там есть ответы на самые популярные вопросы из серии: как с этим работать, какие есть особенности, что это вообще такое и где купить. В дальнейшем я очень хочу продолжить эту коллекцию и добавлять какие-нибудь шишки, кору и прочие лесные штуки. Я уже нашла во Франции вот такие вот маленькие шишечки, так что теперь жду не дождусь момента, когда снова смогу что-нибудь заливать.
Надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть вопросы, задавайте, если есть пожелания, пишите. А я вас вот так вот люблю. Пока.